Данное видео посвящено приемке юнитов на объект. Приемка осуществляется в случае, когда необходимо принять на учет новые юниты. Процесс приемки зависит от роли пользователя, кто выполняет приемку. Если приемку выполняет ответственный, то он должен ввести юниты и зафиксировать, то есть передать их на проверку руководителю объекта, так как только руководитель объекта или владелец могут завершить приемку. Тот, кто завершает приемку, автоматически становится материально ответственным лицом, то есть молом. Для выполнения приемки из главного меню приложения переходим в раздел «Приемка». Далее нажимаем кнопку «Плюс». Открывается карточка новой приемки. Номер приемки проставляется автоматически, и он уникален для всех действий в системе. Краткое наименование предзаполняется с указанием сегодняшней даты и времени приемки. При желании наименование можно изменить. Это может быть полезным для поиска приемки в будущем. Давайте изменим краткое наименование приемки на «Приемка книг номер 1» от 18 июля. Так как юниты принимаются на определенный объект, его необходимо указать. Если текущему пользователю доступен только один объект, то он автоматически подставится в поле «Укажите объект». Выбираем объект, на котором будем производить приемку. Нажимаем поле «Укажите объект» и из списка доступных объектов выбираем подходящий нам. После нажатия на кнопку «Начать» изменить объект будет невозможно. Если вы ошиблись объектом, придется удалить приемку и создать ее заново. Нажимаем кнопку «Начать». Открылась карточка приемки в статусе «В работе». В этом статусе можно добавлять и удалять юниты, редактировать наименование приемки, а также можно удалить саму приемку. Для добавления юнитов в приемку нажимаем кнопку QR-код. Если вы используете приложение впервые, то вы увидите запрос «Разрешить использование фотокамеры». Для работы необходимо разрешить. Открывается окно для сканирования. Система умеет считывать как штрих-коды, так и QR-коды. Главное, чтобы каждый юнит имел уникальный штрих или QR-код. Маркировать штрих или QR-кодами можно и коробку с несколькими юнитами, но тогда надо понимать, что эта коробка в рамках системы будет неделима. Вы не сможете из коробки списать или переместить часть юнитов. Вам придется списать всю коробку или завести все юниты с коробки, каждый под своим штрих-кодом. Наводим окошко на штрих-код на нашем юните. После считывания штрих-кода открывается карточка нового юнита. Если вы ошиблись и считали не тот штрих-код, его можно заменить или удалить юнит и отсканировать нужный штрих-код повторно. Если вы отсканируете штрих-код, который уже существует в системе, будет выдано сообщение: юнит с таким штрих-кодом уже существует, так как штрих-коды должны быть уникальны. Далее заполняем карточку юнита. Вводим наименование юнита. Вводим «Книга. Эмоциональный интеллект». Если похожего названия раньше не было, вам придется ввести название полностью. Но если похожие названия были, то они будут выводиться в виде подсказки. Можно выбрать подходящее и дописать нужное. Если вы принимаете однотипные товары и у них названия почти одинаковые, то можно воспользоваться кнопкой «Отсканировать схожий юнит». Тогда в поле наименования подставится название отсканированного юнита, который также можно дополнить или исправить. Вам выбирать, какой вариант удобнее в вашей ситуации. Далее идет категория. Категория предназначена для внутренней классификации юнитов. Если вы не договаривались, какую категорию для каких юнитов использовать, оставляйте базовую. В дальнейшем категорию может изменить только владелец и руководитель объекта. В нашем случае мы выбираем категорию «Психология». По нажатию на поле «Категория» открывается список доступных категорий, нажимаем необходимую нам. При ошибочном выборе категорию можно поменять. Далее заполняем серийный номер, артикул при необходимости, количество юнитов и их стоимость.
Количество юнитов по умолчанию 1. Но если вы определили юнит как коробку с предметами, то вы можете указать, сколько штук предметов в коробке. Стоимость – это общая стоимость всего юнита или всей коробки. Это не цена, а именно полная стоимость. Вам решать, какую стоимость указывать, но предпочтительнее указывать себестоимость или закупочную стоимость, чтобы потом корректно считывать убытки. Изменить количество и стоимость после приемки невозможно. Если вы ошиблись, то вам придется списать юнит и произвести приемку повторно. Это сделано для безопасности, чтобы невозможно было уменьшить сумму ущерба, например, по итогам инвентаризации. Далее выбираем секцию на объекте. Это востребовано, если у вас большой склад и он делится на секции. В этом случае желательно выбрать секцию сразу, но можно и оставить базовую секцию, указанную по умолчанию. В будущем можно будет изменить секцию. По нажатию на поле открывается список доступных нам секций, и мы выбираем подходящую. Поле «Комментарий» предназначен для ввода любой дополнительной информации. Это поле можно менять и после приемки из раздела складских остатков. В нашем случае мы укажем автора и цену продажи. Сразу при приемке юнита можно добавить фото. Для этого нажимаем значок фотоаппарата, открывается камера. Делаем одну или несколько фотографий. Переходим в предпросмотр фото, где можем удалить неудачные фото и нажимаем «Сохранить фотографии». Теперь нажимаем «Сохранить в карточке юнита». В списке юнитов в приемке добавился наш юнит с зеленой галочкой. Это значит, что юнит синхронизировался, то есть данные успешно переданы на сервер. Для синхронизации есть 4 статуса. Пауза. Синхронизация еще не началась. Часы. Синхронизация началась, но еще не завершилась. Зеленая галочка. Синхронизация прошла успешно, и на сервер попали ваши данные, которые тут же разошлются на все подключенные телефоны или как только кто-то подключится к интернету. Если появился восклицательный знак, это означает, что произошла ошибка синхронизации. При нажатии на нее будет выведена причина возникновения. Если ошибка вам непонятна, напишите в техподдержку, и вам объяснят, что надо сделать. Добавляем следующий юнит. Нажимаем QR-код, сканируем штрих-код на юните, вводим наименование, выбираем категорию, заполняем серийный номер, артикул при необходимости, количество и стоимость юнитов. Выбираем секцию, где будет производиться приемка данного юнита. Из списка подходящих выбираем необходимую нам. В поле «Комментарий» введем автора и цену продажи. Нажимаем «Сохранить». Фото можно добавить и после добавления юнита в приемку. Для этого переходим в карточку юнита. Переходим во вкладку «Галерея». Нажимаем кнопку фотоаппарата. Открылся фотоаппарат. Делаем фото юнита. Во вкладке «Предпросмотр» сохраняем фотографию. Мы видим, что фото добавилось в галерею юнита. Переходим во вкладку «Сведения юнита» и нажимаем «Сохранить в карточке юнита». Второй юнит добавился вверх списка в карточке приемки. Если необходимо отложить приемку, то нажимаем кнопку «Действие», «Сохранить». Приемка сохранилась в списке в разделе «Приемка» в статусе «В работе». Можно выйти в главное меню и выполнять другие действия. Можно перейти в раздел «Остатки» и убедиться, что наши юниты еще не добавлены в систему. Мы видим, что в остатках наших юнитов еще нет.
Возвращаемся в приемку. Нажимаем «Действие», «Приемка» и открываем карточку нашей приемки. Можем продолжать дальнейшую работу. Добавляем следующий юнит. Нажимаем QR-код, сканируем штрих-код, вводим наименование юнита. Выбираем категорию. Из списка доступных категорий выбираем подходящую нам. Вводим серийный номер при необходимости, артикул, количество юнитов и их стоимость. Выбираем секцию, где будет производиться приемка данного юнита. Из списка доступных секций выбираем подходящую нам. В поле «Комментарий» введем автора юнита и цену продажи. Добавляем фото юнита, нажимаем «Фотоаппарат», делаем снимок, при просмотре нажимаем «Сохранить» и нажимаем «Сохранить в карточке юнита». Добавляем следующий юнит. Нажимаем QR-код, сканируем штрих-код, вводим наименование юнита. Оставим категорию базовой. Заполним серийный номер. Заполним артикул, количество юнитов и их стоимость. Секцию также оставим базовой. В поле «Комментарий» напишем, что это настольная игра. Сделаем фото юнита. При просмотре сохраним фотографию и сохраним карточку юнита. Если мы ошибочно добавили юнит, то его можно удалить из приемки. Для этого нажимаем значок урны напротив юнита в списке и подтверждаем, что мы действительно хотим удалить юнит. Видим, что юнит удалился из списка в карточке приемки. Если мы внесли всю информацию и уверены, что все внесено корректно, нажимаем кнопку «Действие», «Завершить». Как только мы подтверждаем, что все данные внесены корректно, приемка завершается. Все юниты из приемки попадают в складские остатки на указанном в приемке объекте, и ответственным лицом за них будет тот, кто нажал «Завершить приемку». После завершения мы попадаем в раздел «Приемка» и видим нашу приемку в статусе «Завершено». Это означает, что уже ничего в этой приемке нельзя изменить, и если перейдем в карточку приемки, то и карточка приемки, и карточка юнита открываются в режиме просмотра. Никакие поля нельзя редактировать. Чтобы увидеть добавленные юниты в разделе «Остатки», выходим в главное меню. Далее в нижнем баре главного меню нажимаем раздел «Остатки». Последние добавленные юниты находятся вверху списка. Переходим в карточку ранее добавленного юнита. В карточке юнита можно просмотреть во вкладке «Сведения» штрих-код, наименование юнита, категорию, серийный номер, артикул, количество, стоимость и валюту юнита, объект и секцию, где находится данный юнит, материально ответственное лицо юнита. В поле «Комментарии» мы можем увидеть дополнительную информацию. Во вкладке «События» отображается вся история действий над юнитом. В данном случае только приемка. Во вкладке «Галерея» можно открыть и просмотреть фотографию юнита. В зависимости от роли пользователя и мола юнита, атрибуты карточки юнита в остатках доступны к редактированию. Также можно просмотреть, что за юнит перед нами через быстрое сканирование. Для этого перейдем в главное меню. В нижнем баре главного меню нажимаем кнопку QR-код. Наводим окошко на штрих-код. После считывания нам открывается карточка найденного юнита.